Вы решили взять на работу иностранца. Для этого иностранному гражданину нужно получить рабочую визу и разрешение на работу. Требования для оформления этих документов различаются для разных категорий иностранных сотрудников. Так что сначала необходимо определиться с условиями трудоустройства и выбрать должность и зарплату. В России существует 3 варианта трудоустройства иностранцев. Первый. Назначить иностранцу зарплату более 2 миллионов рублей в год и оформить его как высококвалифицированного специалиста. Второй. Выбрать позицию из списка должностей для трудоустройства вне квот, установить любой размер зарплаты и оформить иностранца по внеквотной процедуре. Третий. Выбрать любую должность и зарплату и попытаться получить квоту. Что нужно знать об этих вариантах, чтобы принять решение? Давайте подробно разберем каждый случай. Высококвалифицированных сотрудников, так называемых ВКСников, можно устроить на работу по упрощенной процедуре. Начинайте сразу с оформления разрешения на работу. Как только подадите документы на разрешение в МВД, сразу делайте приглашение, и иностранец получает рабочую визу. На все уходит не более месяца. И условия для ВКСников привлекательны. Визу выдают на срок до 3 лет, при этом разрешается многократно пересекать границу, а продлить визу можно, находясь в России. Но многие работодатели не готовы платить по 2 миллиона в год. В таком случае придется пройти полную процедуру трудоустройства. Для начала откройте на нашем сайте список внеквотных профессий. Если вы найдете в нем подходящую должность, то не придется получать квоту, что сэкономит много времени. Трудоустройство вне квоты занимает около 3 месяцев. Сначала нужно подать заявку в Центр занятости и оформить разрешение на привлечение иностранных сотрудников, а затем можно получать разрешение на работу и приглашение на рабочую визу. Виза для внеквотников выдается на срок до 1 года. Если вы не можете установить высокую зарплату или выбрать неквотную должность, нужно получить квоту. Каждый год государство выделяет ограниченное количество квот на трудоустройство иностранцев. Получение квоты – это сложный, долгий и непредсказуемый процесс. Вы не сможете заранее узнать результат. Всегда есть вероятность получить отказ, а решение нужно ждать около месяца. Некоторые работодатели подают документы снова и снова и получают квоту только через несколько месяцев или даже лет. За это время иностранец часто находит себе другую работу. Поэтому мы рекомендуем обязательно рассмотрите любую возможность устроить работника вне квоты или как ВКС. Мы описали процедуры оформления разрешения на работу и рабочей визы только в общих чертах. Каждый из 3 вариантов трудоустройства имеет свои особенности. Это определенные документы, сроки и условия. На нашем сайте есть отдельные страницы по оформлению ВКСников, внеквотников и квотников, где вы найдете подробную информацию. Но даже в самых детальных материалах невозможно описать все нюансы и предусмотреть все сложности. Если у вас возникли вопросы или сомнения, обращайтесь в отдел приглашения иностранных граждан компании Travel Mart. Каждый год мы помогаем трудоустраивать сотни иностранцев и знаем, какие изменения появились в законах, как избежать ошибок в документах или как ускорить каждый процесс. Мы поможем вам получить разрешение на работу и рабочую визу максимально быстро и легко.